Пять фраз, которые нужно говорить каждый день своему ребенку. Почему важно посмотреть это видео до конца? В череде событий, работы, дела мы очень часто забываем о том, что наши дети нуждаются в нашем внимании, любви. Ну и, конечно же, не просто в том, что мы их мама и папа, а в том, чтобы мы, обращаясь к ним, напоминали, насколько они, дороги для нас. Чтобы они чувствовали себя уникальными, удивительными и нужными. Это видео будет полезно и мамам, и папам. Запоминайте 5 золотых советов, 5 золотых фраз, которые нужно говорить своему ребенку. Первая фраза. Я рад, что ты есть. Или я рада, что ты есть. Можно говорить как мальчику, так и девочке. Не имеет значения, кто у вас. Почему это важно? Дело в том, что хотим мы этого или нет, самая частая педагогика семейных наказаний – это лишение ребенка любви. Если не лишение любви, то демонстрация своей, простите меня за выражение, родительской рожей, что вы чем-то недовольны. Так как дети очень сильно привязаны к своим родителям, маленькие дети привязаны и подростки привязаны к родителям, они научились считывать довольство либо недовольство. Если вы недовольны чем-то происходящим в своей жизни, и ребенок считал это с вашей физиономии, он будет присваивать это себе и думать, что вы недовольны им. А тем более, если вы не умеете распределять свое недовольство, например, поведением ребенка и проблемами на работе, и приносите все это домой, ходите раздражительно, ребенок всегда будет присваивать это себе. Поэтому я всегда настоятельно рекомендую родителям каждый день говорить своему ребенку: «Я рад, что ты есть». Даже если вам плохо, вы чем-то раздражены, важно сказать ребенку, что вы рады, что он есть, потому что он не будет думать потом, что вы ходите злые, уставшие из-за его, возможно, поведения. Почему для ребенка это важно? Ребенку важно осознать значимость собственной личности. И когда он появляется дома, приходит со школы, либо просыпается утром, и вы видите своего ребенка, и слышит какие-то претензии в свой адрес, естественно, он начинает утрачивать свою значимость. Когда вы на первое место ставите фразу «я рад, что ты есть», ребенок чувствует свою значимость. Я вам приведу такой пример. Пришел мальчик со школы. Первый вопрос. Как дела в школе? Почему так долго? Где ты был? Почему ты задержался? Ты опять запачкал кроссовки. То есть давайте будем честными. Мы без детей сейчас находимся. Одно дерьмо. Ведут родители себя как надзиратели какие-то. Вот когда ребенок приходит со школы, мама его обнимает и говорит: «Я так рада, что ты есть у меня. Я так рада тебе». Для ребенка это очень важно. Да, если даже он получил двойку, и вы этой двойкой недовольны, ему можно сказать об этом. Но прежде сказать: «Я очень рада, что ты у меня есть». Как можно эту фразу вообще честно, искренне говорить, когда ребенок, что-нибудь раскидал, поломал, пришел весь грязный, чумазый, вещи порвал, что-нибудь ругали его везде. Как это можно искренне вообще? И что, в смысле, как можно искренне? Хочется наругать, что-то донести. А за что наругать? За что наругать? Если ты не хочешь, чтобы твой ребенок пришел домой как чудище лесное, проводи время с ребенком вместе, показывай, как можно играть, чтобы не запачкаться. Раз. Во-вторых, ребенок адаптируется в этом мире. Он должен и земли поесть, и разбить стекло в соседнем подъезде, и похулиганить, и в луже покупаться, и грязью замазаться. Безусловно, для многих родителей это дикость. Я знаю такие семьи, где ребенка могут жестоко наказать. Ко мне приходили такие женщины, я в книге своей об этом пишу. Приходили такие женщины на консультации за то, что они пачкались на улице. Мама, папа могли их побить сильно. Ты представляешь себе? А потом они вырастали, превращались в таких жутких перфекционисток с ОКР, обсессивно-компульсивными расстройствами. Это катастрофа самая настоящая. Поэтому ребенку важно давать возможность быть любым. И еще здесь важный ключевой момент. Какая разница, что он сделал? Это твой ребенок. Ты можешь быть недовольна поступком, но говорить ребенку: «Я рада, что ты есть». Вот и все. Мне не нравится то, что ты сделал, но я так рада, что ты есть у меня.
Я, возможно, грустную вещь скажу. Родители, которые теряют своих детей, хоронят их, они потом готовы принять их любыми. И двоечниками, и грязными, и какими угодно. И когда ребенка закапывают, они стоят, рыдают и вспоминают все свои косяки. Вот для того, чтобы ничего в голову дурного не лезло, нужно просто смотреть на свое дитя и понимать, что это твое отражение, это твои гены, это гены всей семьи, всей родовой системы. Для того, что он такой шебутной, либо шебутная, и не развивается так, как тебе хочется, это не повод лишать ребенка этой фразы. Вот и все. Вторая фраза очень важная. «Я тебя люблю». Почему она важная? Как показывает моя практика, миллионы семей, я, конечно, не успел пообщаться с миллионами, но я общаюсь и с другими людьми, огромнейшее количество семей даже никогда не говорят друг другу в отношениях, что они любят друг друга. Вот я знаю семьи, где родители за всю жизнь ни разу не сказали своей дочери «я тебя люблю». А уже там под 40 лет начали это говорить. Я знаю мальчиков, мужчин взрослых, которым никогда никто не говорил «я тебя люблю». Это люди, у которых очень специфический взгляд на жизнь, на отношения. Это дети, которые вырастают и сталкиваются с невероятными трудностями. Они понимают, что любовь существует, но что это, они не знают. Как ее прочувствовать, тоже не знают. Они абсолютно выключены. А для ребенка очень важно знать, что «я тебя люблю». Что бы ни произошло, получил двойку, разбил бабушкину вазу, не сделал домашнее задание, не сдержал свое слово. Это не повод прекратить говорить ребенку о любви. Это нормально, когда мама, папа говорят своему ребенку «я тебя люблю». «Я тебя люблю». Понятно, что есть семьи, где люди не чувствуют этого, не чувствуют потребности в том, чтобы говорить. Но я, знаете, здесь всегда привожу такой очень простой пример. Вы часто встречаетесь в общей компании с людьми, которых вам неприятно видеть. И вам приходится натягивать улыбку на своем лице и играть роль такого очень веселого компанейского товарища, якобы вы рады их видеть. А потом, когда вы уезжаете из этой компании, вы даже можете посплетничать со своим мужем, либо с подругами своими, что, вот она там овца. А в глаза ей улыбались, все такое платье красивое. Ну так побудьте вот такой, чуть не сказал овцой, побудьте вот такой лицемерной личностью и скажите это от головы. Не надо чувствовать тогда, просто говорите своему ребенку «я тебя люблю». В этот момент обняли, поцеловали, прижали его к себе. Я вас не обвиняю в том, что вы ничего не чувствуете. Такое может быть. Но если вы умеете играть роль в общении с другими людьми, сыграйте немножко роли со своим ребенком. Это может показаться дикостью. Это рекомендация исключительно для тех женщин, которые не чувствуют ничего по отношению к своим детям. И даже не хотят ничего говорить им. Вы просто возьмите себе и запишите, что мой ребенок должен хотя бы раз в день услышать «я тебя люблю». А самое удивительное, это знаете, к чему может привести? Когда ваш ребенок начнет отвечать вам взаимностью и говорить «мамочка, я тебя тоже люблю», шанс на то, что ваше сердечко растает и вы начнете чувствовать, очень повышается. Но первый шаг должен исходить от вас. Если вы не будете признаваться любви своим детям, будут проблемы. Многие папаши боятся говорить своим сыновьям «я тебя люблю», думая, что он вырастет сюсиком-пусиком. Это неправильно. Он никогда не вырастет сюсиком-пусиком, если будет видеть возле себя яркий пример отца. Представляете, сильный, уверенный в себе, который на собственной жизни показывает, что такое быть мужчиной. Как заботиться о своей жене, как заботиться о своей семье, как работать, как заниматься спортом, как справляться с трудностями, как быть слабым. Мужчина тоже имеет право побыть слабым. И то, что вы мальчику будете говорить «я тебя люблю», будет очень плотно накладываться на все, что он видит в вас. А если вы будете говорить «я тебя люблю», но пример будет дебильный, то, естественно, этот дебильный пример повлияет гораздо больше. Но даже в таком случае хорошо говорить «я тебя люблю». Вы не испортите своего мальчика. Он не вырастет каким-то этим слабозадом, понимаете? И не будет бегать и вертеть хвостом от того, что папа говорил «я тебя люблю». Зачем? Это нормальная история. Мальчика нужно обнимать еще при этом, и целовать его, и прижимать его близко к сердцу, чтобы он формировал в себе не только мужественность и брутальность, но еще и чувственность. Бороться и драться с женой он со своей точно не будет. А вот обнимать ее и целовать – да.
Я знаю, что это видео смотрят многие девушки, которые за всю свою жизнь не слышали таких слов. «Я люблю тебя», «Я рад, что ты есть». Вы уже выросли, и у вас наверняка вот этот шлейф детско-родительских отношений до сих пор присутствует. Вы даже себе представить не можете, как это усложняет вашу настоящую жизнь. Поиск себя, самоценность ваша, отношения с мужчиной, любовь к себе, самооценка. Если вы чувствовали себя недолюбленной женщиной, недолюбленным ребенком, под этим видео есть ссылка на мой курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Регистрируйтесь из любой точки мира, абсолютно бесплатно принимайте участие. Я поделюсь с вами секретами того, как проработать себя для того, чтобы последствия отношений прошлого не сказывались в настоящем времени, и вы были счастливы. Третья очень важная фраза, которую ребенку нужно говорить регулярно. «Я горжусь тобой». Ее очень важно не перепутать с фразой «я хочу гордиться тобой». Это принципиально фундаментальная разница. Чаще всего родители говорят «я хочу гордиться тобой». То есть ты еще в недостаточной степени заслужил моего уважения, того, чтобы я сказала «я тобой горжусь». Ты должен доказать мне что-то, чтобы я с высоты птичьего полета сказал «вот теперь тобой горжусь я». Это все деструктивная родительская педагогика, которая не поможет ребенку сформироваться полноценно. Что поможет сформировать? Угодническую позицию, неуверенность в себе, низкую самооценку, раболепие, вырастет непонятно кем, будет бояться сделать шаг вперед, экспериментировать, заявлять о себе. Это касается и мальчика, и девочки. Фраза звучит дословно «я тобой горжусь», вне зависимости от того, что сделал ребенок. Я расскажу вам очень интересную историю. Сидим мы в компании, подбегает девочка и говорит маме своей: «Мама, смотри, я сделала куколку». Чтобы вы понимали, девочка занималась изготовлением этой куклы часа 2. Ее вообще не было в пространстве, она где-то сидела. А теперь внимание, за эти 2 часа посчитайте, сколько раз стукнулось ее сердце. Почему она в фокусе внимания 2 часа держала именно изготовление куклы? Какие она туда чувства вложила? Сколько она раз вдохнула, выдохнула? То есть какой процесс был вложен в изготовление этой куколки? Она прибегает с этой куклой к маме и кричит: «Мама, мама, смотри, какая у меня кукла». Мама сидит, трындит со своими подружками, поворачивается и говорит: «Да, молодец». И дальше. Это то же самое, знаете, что вы год готовили проект какой-то, к вам подошли и сказали: «Эй, хер, отходи в сторону, не мешай». Ребенок прибежал голодный, с открытым психоэмоциональным окном, чтобы туда заложили хотя бы одну фразу: «Я тобой горжусь, я люблю тебя, я так рада, что ты у меня есть». Секунды времени. Для девочки, для мальчика это кайф на всю жизнь, это формирование его личности. Это как вот из глины лепит сидит этот гончар, какой-то там горшочек. Все, он его потом положил в печь, она запеклась и до свидули. Дальше там уже хер что изменишь. Она отвернулась от нее: «Да, молодец», и дальше. Девочка встает, бежит опять к папе. Папа вообще там сидит с мужиками. Да. Убежал. Никто не обращает внимания. Я позвал ее и говорю: «Расскажи мне, что это за кукла? А что ты тут делала? А почему у нее такие глаза? А почему такие руки? Ты молодец, ты вообще крутая, ты умничка». Если бы видели глаза этой девочки. А еще она 2 часа упала, убежала. Прибегает обратно уже с каким-то пингвином. Надо восхищаться своими детьми и гордиться ими за мелочи. Потому что то, что для нас кажется мелочью, для ребенка целая вселенная. И когда ребенок вам приносит черепашку из пластилина, не нужно косвенно говорить ему, что ты молодец. Скажите: «Я горжусь тобой, как красиво». Присоединитесь к тому, что сделал ребенок. Немножко уделите внимание. На это иногда достаточно 2-3 минут. А потом отвернитесь и идите дальше. В чем проблема? Напишите в комментариях, насколько откликается в вас фраза «я горжусь тобой». И, конечно, было бы очень интересно почитать, как ваши родители гордились вами, за что гордились, как вообще это проявлялось в вашем воспитательном процессе. Пишите об этом в комментариях. Ну и, конечно, поддержите друг друга в комментариях, почитайте, поотвечайте, я обязательно отвечу на какой-то из них.
Четвертая фраза, которую ребенку важно слышать. Ты очень важен для меня. Важны твои поступки, важны твои действия, важны твои мысли, важно твое мнение, важны твои действия. Ты сам по себе весь важен для меня. Нет ничего неважного в тебе. Важны твои эмоции, важны твои слезы, важны твои страхи, важны твои успехи. То есть все, что в тебе есть, все важно для меня. Когда родитель начинает как-то сепарировать и отделять, вот это для меня важно, а это не важно, это абсолютно деструктивная история. У детей все важно. Вот я расскажу реальный пример. Не на примере женщины, а на примере мужчин. Ко мне приходил молодой парень, который рос в многодетной семье. И в этой многодетной семье он был самым старшим. То есть он старший ребенок. А с ним еще было 6. То есть он 7, а их всего 7, он был самый первый. Естественно, все внимание уделялось в большей степени тем, кто младше. И каждый раз, когда у младших детей что-то происходило в жизни, мама и папа бежали к ним навстречу, говорили, это очень важно их поддержать, они еще маленькие. Но при этом он всегда жаловался на то, что со мной никто не разговаривал, со мной никто ничего не обсуждал, со мной никто ничем не делился. И когда я хотел что-то рассказать своим родителям, они мне говорили всегда, ты уже большой, ты справишься, ты уже вырос, ничего страшного. То есть я никогда не чувствовал важности своей личности рядом со своей семьей. Но при этом видел, что более младшие важны. Теперь, когда он находится в отношениях с женщинами, он постоянно сталкивается с ситуациями, когда все, что женщина для него не делает, он воспринимает либо агрессивно, либо не принимает этого, потому что считает, что это происходит незаслуженно, либо просто не верит, что его можно любить. А не верит, потому что его не приучили к этому. Он не осознавал никогда важности своей личности. Таких женщин тоже очень много. Они вырастают, строят отношения с мужчинами и постоянно в этих отношениях пытаются убедиться в том, что они важны. Сделай для меня что-то, соверши какой-то подвиг, а ты должен доказывать мне, что я для тебя важна и нужна на протяжении всей жизни. Как правило, у таких девочек формируется травма отвержения, травма покинутости, отстраненности, и они превращаются в таких адаптивных детей, которым всегда мало любви, мало внимания, мало заботы. Они встречают себе мужчин в роли таких папиков, которые должны их утешать. И она действует с мужчиной не с позиции женщины, а действует с позиции девочки, недолюбленной. У мальчиков примерно такая же ситуация. Поэтому ваша задача, наоборот, как можно чаще говорить ребенку, что он важен для вас. Очень важен. И когда ребенок начинает чувствовать свою важность, он формируется и проходит что? Проходит нарциссическую верификацию. То есть он потом, уже будучи взрослым человеком, не нуждается в том, чтобы за счет кого-то удостовериться в своей важности и значимости. Если у вас с этим проблемы, я имею в виду, что вы выросли в такой семье, где вы не чувствовали своей важности, и теперь вот в позиции адаптивной девочки пытаетесь заслужить любовь и внимание, вам, конечно, нужно ко мне на программу зарегистрироваться. Ссылка находится в описании под этим видео. Абсолютно бесплатно из любой точки мира. Наверняка многие, кто сейчас смотрит видео, думают, вот в этих всех нежностях, близости и так далее, можно, наверное, как-то переборщить. Возможно ли такое? Возможно ли где-то здесь переборщить, потому что в обычной жизни встречается другая крайность, а если здесь тоже где-то крайность? Вот как понять, вот норма где? Нет какого-то шаблона. Да, есть люди, например, которым приятно, когда их обнимают. А есть люди, которым неприятно, когда их много обнимают. И можно обняться, но они менее тактильны. Есть люди, которые хотят слышать, что их любят. Есть люди, которым проще воспринимать любовь через поступки и действия. То есть здесь, в принципе, нет какого-то шаблона, да, под который нужно всех подогнать. Это нужно делать. И любовью никогда никого еще никто не испортил. Ее важно не перепутать с гиперопекой. Ее важно не перепутать с таким, формированием у ребенка эгоцентризма. Когда ты лучше других детей, я горжусь тобой, а другие дети лохи.
Да, то есть, когда мы сравниваем других детей, высмеиваем общество, дистанцируем ребенка от социума, превозносим его над другими, здесь, да, можно покалечить. Когда ты все это делаешь в здоровой, конструктивной форме, ты никак не переборщишь. Понятно, что это тоже не может быть на инструкции. Что ты ходишь так, я сегодня говорил, и я горжусь тобой. Солнышко, я горжусь тобой. Ну, все должно быть уместно. Да, вот дети по-разному. Вот я приведу такой пример. У меня дочь моя, ей 7 лет. Вот она что-то бегает, делает там по дому. Она прибегает ко мне, приносит мне в блюдце 4 клубнички. И говорит: папа, я с ней сняла стебельки, чтобы ты сразу ее в рот засунул и прожевал. И, конечно, я могу сказать: я так рад, что ты у меня есть, я тебя так люблю. Сидел, думал, что-то так хочется, а что хочется, сам не знаю. А тут ты мне с клубникой. К месту, к месту. А если бы я бегал за ней по квартире, например, или по дому, там, по даче. Ариша, Ариша, ты где? Я горжусь тобой. А она до этого 3 секунды назад, собаку палкой хлопнула. Понимаешь, что все должно быть к месту. Чтобы ты понимал, когда это надо говорить, а когда не надо. Вот и все. 5. Очень важный пункт, очень важная фраза. Я верю в тебя. Фраза, которая помогает сформировать ребенку волевые качества. Сформировать свою способность достигать цели. Где-то даже попросить о помощи. Ведь когда мы говорим: ты должен справиться, я не приходи, пока не сделаешь, там, да, это одно. Я верю в тебя. Здесь, конечно, уместно добавить: но если тебе понадобится моя помощь, ты всегда должен помнить, что я у тебя есть. Верю в тебя — это где-то даже про определенное единение. Верю в тебя — это уже даже больше, чем я тебе доверяю. Потому что доверие — это до веры. А вера — это когда уже присутствует определенный стержень, выстроенный на взаимодействии родителей и ребенка. И здесь очень важно не сломать психику малышу либо малышке. Потому что когда мы ребенку даем понять, что у него ничего не получится, что он какой-то не такой, что надо быть как все, у каждого ребенка свой путь. Я помню, даже у меня были моменты в детстве, когда я выбирал какое-то занятие для себя, и мне из моего круга родственников, ни мама, ни папа, не буду говорить кто, могли сказать: ой, у тебя ничего не получится, что ты туда лезешь вообще, таких как ты знаешь сколько. Родители, папа, мама поддерживали. Мне конечно, этого хватало, но нет, у тебя возникала мысль, что, может быть, действительно мне ничего не получится, может быть, действительно я ничего не смогу. Но я достигал каких-то результатов исключительно потому, что знал, что мои родители в меня верят. Но при этом здесь очень важный момент. Когда у ребенка что-то не получается, возвращаемся мы к чему? Что я тебя принимаю вот таким, какой ты есть. Люблю тебя такого, какого вижу перед собой. Если даже у тебя что-то не получилось, а я в тебя верил, ты имеешь право на свой опыт. Ребенка нельзя наказывать потом и говорить ему: вот, ты меня расстроил, ты меня подвел, ты меня опозорил, или ты меня позоришь. Как мне теперь людям в глаза смотреть? Я вообще, честно вам скажу, вспоминаю детство свое, подростковый период, и сейчас наблюдаю за некоторыми семьями, за диалогами, как мамы общаются с детьми, папы с детьми. Это трэш. Я понимаю, что это то же самое, что на дорогу выпустить человека, который не имеет опыта вождения, или в самолет посадить пилота без единого часа налета, налетных часов. Это ужас. А тут, получается, новые жизни появляются, и вместо того, чтобы из них формировать полноценных людей, зрелых, счастливых, рядом оказывается родитель, который из-за своего слабоумия, из-за отсутствия знаний, из-за нежелания развиваться, калечит свое дитя. Ляпает, что не надо, ведет себя непонятно как. А потом удивляются, почему наши детки ничего не могут, почему у них ничего не получается. Поэтому верьте в своих детей, говорите им об этом, поддерживайте их, не забывайте говорить о том, что вы всегда придете на помощь. Тогда у ребенка еще больше мотивации и ресурса появляется. И в завершении, вот если мы подводим такой итог, запомните одну простую вещь. Во многих семьях присутствует не система мотивации, а система стимуляции.
Когда ребенок живет в системе стимуляции, это будущий несчастный человек. И в настоящем несчастный, и в будущем. Ребенок, живущий в системе мотивации, будет счастливым. Чем отличаются два этих состояния? Стимуляция – это когда вы создаете условия, где ребенок вынужден чего-то добиваться, что-то делать и заявлять о себе. Да, то есть докажи мне, что я должен гордиться тобой. Заслужи мою любовь. Заслужи то, чтобы я тебе говорила, что ты для меня очень дорог. Заслужи, чтобы я тебя обнимала и целовала. Мотивация – это создание условий, где ребенок самопобуждаем что-либо делать. То есть у него возникает внутреннее желание и ресурсы. Я в тебя верю, я тебя люблю, ты очень нужен мне, я рад, что ты у меня есть. И ребенок начинает действовать и двигаться вперед. Зарядимся позитивными эмоциями, получим вздрючку, если кому надо. Если кому волшебный пендель, тоже обращайтесь. Если кому слова поддержки, тоже говорите. В общем, стол заказов психологических открыт. Всем привет, 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 привет.